Начнем с факта, который выбивает из колеи любого городского жителя. В традиционном ЧУМе нет отдельных комнат для кухни, спальни или ванной. Внутреннее пространство организовано функционально, а не по принципу отдельных комнат. Это высочайший уровень адаптации к природным условиям, в которых северяне живут веками. ЧУМ — это не бетонная коробка, это дышащий конус. Коническая форма и дымовое отверстие наверху создают естественную тягу, благодаря которой дым от очага эффективно выводится наружу, а внутри не бывает душно. Еще одна ценность конической формы ЧУМа — он никогда не заносится снегом. С крутой и гладкой поверхности конусообразного ЧУМа легко скатывается снег, поэтому его можно очистить, не снимая покрышек, постучав по стенкам специальной колотушкой янгач. А мох сфагнум — это природный антисептик и суперабсорбент, который впитывает влагу лучше и убивает бактерии. Быт здесь подчинен не правилам приличия, а законам физики и выживания. Но прежде чем мы расскажем о том, как устроен ЧУМ и почему здесь все подчинено строгой логике выживания, не забудьте нажать на ракету, чтобы запустить это видео в топ. А теперь поехали! Зайдем внутрь. Первое, что видит гость, это очаг. Но внимание, слева и справа от него два разных мира. Место у входа, нёней, традиционно считалось женским. Здесь обрабатывают шкуры и шьют одежду, хранят свои вещи хозяйка и взрослые дочери, сушат дрова для очага. Здесь же подвешивается детская люлька. Однако, несмотря на разделение ЧУМа на Си и Нё, все его пространство в той или иной степени оказывается женским. А по сторонам очага расположены жилые зоны. Но самое сакральное место — это Си, напротив входа, за очагом. В старину женщинам запрещалось обходить очаг, то есть заходить за сымзы и прикасаться к священным предметам. Это нельзя делать и сегодня. Почему так сурово? В ненецкой мифологии земля часто рассматривается как общая мать. Женщина, связанная с деторождением и материнством, может восприниматься как часть этого нижнего или сакрального начала. А мужчина связан с верхним миром. Небо, охота, духи. Пересечение этих линий — это нарушение баланса Вселенной. Но не думайте, что это унизительно. В традиционной ненецкой семье разделение труда строго регламентировано. Мужчины занимались выпасом оленей, регулировали перекочевки, караулили стадо, отбирали животных на убой. Исконно мужскими занятиями были охота и рыболовство. Женщины отвечали за домашнее хозяйство. Гармония в такой системе достигалась за счет четкого распределения обязанностей. Из-за жизни в таком замкнутом пространстве у ненцев появились традиции, которые городским кажутся странными. Например, ритуал встречи гостя. Если вы идете к ЧУМу, олени могут и не пропустить вас без взятки. Серьезно, путешественники рассказывают, что это жутко любопытные лакомки. Порой они обступают приезжего плотным кольцом, и пройти сквозь стадо невозможно. Спасает только свежий хлеб. Это не жадность, это древний механизм безопасности. Олень — почитаемое животное, дающее жизнь народу. Если олени приняли человека, дали ему пропуск, значит, он не враг и не принесет беды. Поэтому гостей учат. Идете в ЧУМ, берите с собой сухари или хлеб, да побольше. Бросили горсть, олени расступились. Это такая живая система видеонаблюдения и пропускной пункт. Почему ЧУМ — это инженерный шедевр? Во-первых, из-за законов аэродинамики. Коническая форма имеет минимальное сопротивление ветру. А на Ямале, к примеру, она может достигать почти 40 метров в секунду. Квадратный дом сдует, а конус ветер просто обтекает. Зимой ЧУМ покрывают двумя слоями шкур, нюками. Внутренним — шерстью внутрь и внешним — шерстью наружу. Между ними образуется воздушная прослойка в 5-7 сантиметров. При минус 50 внутри ЧУМа, даже с маленькой печкой, температура держится около комфортных плюс 20. К тому же сами шкуры — это отличная мембрана. Они пропускают пар наружу, но не пускают воду и ветер внутрь. Это та же технология, за которую вы платите миллионы в магазинах горной одежды Gore-Tex. Только древняя и бесплатная. 21 век добрался и до тундры. Как же выглядит быт в ЧУМе сейчас?
Вместо открытого костра, который сильно коптил и жег кислород, железная печка-буржуйка. Она компактнее, дольше держит тепло и безопаснее в использовании. Спутниковые тарелки и генераторы уже не роскошь. Теперь оленеводы могут смотреть сериалы, узнавать прогноз погоды и связываться с большой землей. Ностальгия по детям, уехавшим учиться, теперь лечится видеозвонками. Порой оленьи шкуры для внешнего слоя покрытия чума заменяют на брезент. Он легче, меньше изнашивается и не промокает. При этом внутри по-прежнему устилают все шкурами. Так теплее. Чум — это не просто палатка. Это космический корабль, в котором есть все для автономного полета по бескрайней тундре. Его устройство — это код нации, записанный языком физики и веры. Понравился разбор? Ставь лайк, чтобы тундра не скупилась на ягель. И напиши в комментариях, смог бы ты прожить месяц в чуме без интернета, но с печью и священным шестом? Обязательно нажмите ракету, чтобы продвинуть это видео в топ. Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. А с вами был канал Ямал Медиа. Увидимся!